Коллеги-трейдеры, здравствуйте! Сегодня я вам расскажу стратегию, которая позволила мне заработать очень много денег и которая позволяет до сих пор. Она еще работает, и я думаю, что будет работать очень долго, поскольку рынок в принципе по-другому работать не может. То есть есть определенная механика, которую я здесь использую и которая позволяет как раз таки зарабатывать на этом. Эта стратегия основана на том, что мы будем с вами торговать боковики. Будем находить боковики и будем зарабатывать на боковиках. Есть, правда, небольшой нюанс. Мы будем торговать их не так, как обычно, и как об этом учат, собственно говоря, в разных онлайн-школах. Когда я только начинал 15 лет назад, я помню, как я обучался и с чего, собственно говоря, начинался мой путь. Тогда я скачивал с торрентов, если помните, были такие, они и сейчас, мне кажется, есть. Денег у меня тогда не было, и поэтому единственная возможность как-то образовываться, это было искать такие курсы, собственно говоря, на торрентах. И я помню свой первый курс, это был курс одной Форекс-кухни, не буду ее лишний раз рекламировать, она есть до сих пор, и там трейдер, который с его слов изучал рынки 2 недели, он рассказывал такую стратегию. Если у нас есть боковик, мы ждем пробоя этого боковика и заходим в покупку. Как бы все логично, да, то есть если у нас есть боковик, то мы заходим в покупку, это указывает на то, что у нас здесь достаточно мощные, собственно говоря, покупатели нашлись, заходим здесь в покупку, стоп выставляем вот сюда, ну и дальше дело не хитрое, набиваем свои карманы деньгами. Потом впоследствии я понял, что меня просто обманули. То есть, мне кажется, Форекс-кухня намеренно вводила нас в заблуждение, чтобы мы сливали. Вот мне реально так показалось, потому что, это полный бред. Если у вас есть опыт хотя бы там пару недель, вы понимаете, что это, полный бред. Я стал это тестировать, и когда у меня уже появился нормальный наставник, он мне сказал, вот ты торгуешь, в общем, я в группе тогда обучался, и он нам говорил, что если вы хотите зарабатывать, вам нужно статистику делать. Он говорил правильные вещи. Я стал собирать статистику подобных формаций, я понял, что они мне приносят, в общем-то, одни потери, и в основном они меня как раз таки тянут назад. То есть я что-то где-то зарабатываю там в трендовых движениях и так далее. Но захожу здесь, и в итоге рынок идет против меня, выбивает меня по стоп-приказу, а стопы же здесь огромные. И в итоге я на этом деньги постоянно систематически теряю. Потом уже со своим наставником он мне стал передавать уже нормальную информацию о механике рынка, о том, как рынок вообще двигается, что такое спрос, предложение, что существуют крупные капиталы, как рынок вообще функционирует. Здесь, наверное, у вас уже появилось какое-то желание найти точно такую же информацию, да, и узнать, что же там за наставник-то был такой крутой. На самом деле, в общем-то, тут дело не хитрое. Я сделал подобную лекцию у себя на канале, я ссылку оставлю, называется «Механика рынка», посмотрите, она длится час, бесплатно, без регистрации смс. Узнаете ту же самую информацию, но еще более продвинутую, потому что все-таки своего учителя я перещеголял немножечко, но тем не менее. Так вот, что мне объяснял сенсей, что понял я сам уже впоследствии в итоге. Когда мы имеем определенный боковик, мы здесь имеем минимум, максимум, и о том, что это боковик, мы понимаем по 3 точкам. То есть, когда у нас новый, в нашем случае, минимум не обновился, мы уже как бы предполагаем, что здесь будет возврат в обратную сторону. Зачастую боковики являются отображением крупных денег. Есть много теорий, почему они происходят. То есть кто-то говорит, что здесь появляется крупный участник рынка, который выставляет вот здесь большой лимит на продажу, а вот здесь большой лимит на покупку. Кто-то говорит, что это просто баланс сил, то есть у нас есть 2 крупных участника и то же самое, то есть здесь один давит вниз, а другой давит наверх. Когда я стал в этом разбираться, я понял, что здесь все зависит от тех рыночных условий, в которых, собственно говоря, мы это торгуем. И да, иногда здесь будет действительно 2 крупных игрока, иногда здесь действительно крупный игрок, который поставил здесь сверху и снизу лимит. Но что интересного существует в боковиках? В боковиках я увидел такую формацию. Рынок идет вниз, резко, например, падает вниз, а потом также резко возвращается назад. И сейчас, если вы откроете любой боковик, вы увидите примерно точно такую же логику. То есть все боковики, они торгуются таким образом, что рынок пробивает либо верхнюю, либо нижнюю границу, либо и верхнюю, и нижнюю границу этого боковика. И, как правило, в боковиках нет какой-то четкой верха и низа. Я стал смотреть на графики и стал понимать, что это действительно так. То есть вот у нас, допустим, есть небольшой боковик. И если мы обратим внимание, посмотрим на этот небольшой боковик, здесь точно так же. У нас есть минимумы и максимумы, и они пробиваются в одну и в другую сторону. То есть у нас есть движение наверх,
у нас есть также движение вниз и происходит пробой. Я стал задавать себе вопросы, почему такое происходит. То есть, если что-то повторяется несколько раз, то это явно уже походит на какую-то закономерность. Но не может же быть так, что это происходит случайно, причем случайно происходит постоянно. Не может быть. И вот что я понял. Я стал изучать механику рынка, я понял одну простую вещь. Когда у нас есть какой-нибудь боковик, да, или какая-нибудь коробка, напомню, мы двигаемся с 3 точки у нас образуется. У нас появляются в рынке трейдеры. Трейдеры, которые ожидают от верхов движения вниз, то есть возврат внутрь боковика. Это логично, потому что локально, то есть вот местно, грубо говоря, здесь действительно очень дорогая цена. Дорого здесь продавать и здесь выгодно продавать. Что и будут делать трейдеры? Они выставляют свои лимитные ордера, отложки, на продажу вот здесь, плюс-минус где-то вот в этом диапазоне. Это что касается их продажи, и в общем-то это достаточно логично. Логично вначале торговать внутрь боковика, пока он не произошел пробой этого самого боковика. И здесь напрашивается вопрос, а где же будут выставлять стоп-приказы эти участники рынка? И тогда я понял, что стоп-приказы с огромной вероятностью будут выставляться вот здесь, чуть-чуть выше этой области их точки входа. Что, в общем-то, логично, поскольку если мы пробиваем предыдущий максимум, то мы однозначно идем наверх, там пробой, значит, появился крупный покупатель, который поглотил всех этих продавцов, и так далее, и так далее, и так далее. И что же мы видим на графике? На графике мы видим, что обычно рынок захватывает эти лимитные ордера продавцов, после этого захватывает их стоп-приказы и дальше резко двигается вниз. Если раньше я считал, что крупный участник рынка набирает свою позицию где-то вот здесь, то есть я думал, что создается флэт и вот здесь вот по средним ценам набирается, грубо говоря, позиция, то потом я стал понимать, что ага, если мы имеем подобное движение, то с огромной вероятностью здесь происходит сбор стопов. Эти стопы выкупают. Иначе бы рынок резко улетел бы наверх. То есть у нас бы произошло серьезное движение наверх, поскольку выход из продажи – это покупка, это рыночная покупка. А значит, рынок должен улететь наверх. Но это как бы логично. Что же я тогда сделал? Тогда я открыл так называемый футпринт, либо профиль объема. То есть я стал смотреть, где конкретно объем здесь формируется, в каких конкретно местах здесь формируется объем. И я обратил внимание, что объем формируется в верхней границе. И вот я вам покажу один из примеров. Мы здесь берем совершенно рандомный график. То есть в нашем случае мы смотрим фьючерс евро. Это может быть любой другой инструмент. Везде все одно и то же. Вот здесь мы стали понимать, что рынок у нас находится в боковике. То есть плюс-минус здесь у нас есть боковик. И что же мы дальше видим? Я перемещаю вот этот индикатор, который показывает объемы, где они были сформированы. Ну, понятное дело, здесь они были внизу сформированы. И далее мы обращаем внимание, что в основном объемы в верхней границе здесь объем. И вот у нас происходит пробой нижней границы боковика. И где же мы теперь видим объем? Объем находится в нижней границе, и после этого происходит разворот. Далее рынок пробивает верхнюю границу боковика, и объем теперь переместился сюда наверх, и происходит разворот. Я стал копаться в этом более детальнее, и я понял одну простую истину. Когда в рынках у нас происходит пробой, эти стопы захватываются крупным участником. То есть, если раньше я думал, что вот здесь происходит вся магия, на самом деле она происходит вот здесь. В этих выносах как раз таки и кроется вся фишка. И рынок вновь возвращается вниз в обратную сторону. И возвращается он в обратную сторону на стопах вот этих дураков, которые здесь уже по верхушкам, и заходит в рынок на стопах вот этих товарищей, которые вот здесь пытаются купить. Вот здесь пытаются купить. С чего я начинал, да, вот с этой торговой стратегии. То есть, по сути дела, крупный участник рынка здесь находится, ну, знаете, своего рода в неких дамках. То есть, по сути дела, крупный участник рынка, как я понял, находится здесь в беспроигрышной ситуации. Он здесь не тратит много денег на захват вот этих стопов. Ему нужно всего лишь выкупить вот этих товарищей. А дальше рынок вниз под собственной тяжестью происходит падение. И после этого я понял две вещи.
Во-первых, у крупных участников рынка большая позиция, поэтому они вынуждены делать такие захваты ликвидности, как это называется, и такие манипуляции. Они по-другому просто работать не могут. Если они хотят зарабатывать, они вынуждены это делать. Это не потому, что вы им не понравились, и поэтому они забирают мои стопы. Нет, потому что они по-другому работать не могут. Но и в то же самое время они не могут реализовать сразу свою позицию. То есть они не могут ее поглотить, не могут ее сразу собрать и не могут сразу от нее избавиться. И только тогда я стал понимать, как действительно это торговать. И моя торговля просто реально вышла на совершенно другой уровень. Я стал понимать, что у меня происходит боковик, и после этого у меня происходит пробой. Вот здесь я не буду искать сделку на продолжение, потому что я знаю, что с огромной вероятностью здесь находится какой-то крупный капитал, который собирает стопы вот этих вот товарищей. Что же буду делать я? Я буду делать не так, как толпа. Я буду наоборот входить в разворот. Вот здесь. Тогда, когда вот эти товарищи, которые вот здесь продавали, покупают, я буду им продавать. Я буду зарабатывать на их стопах. Я буду делать точно так же, как крупный игрок. Я стал думать, окей, а как же я могу это сделать? Как же я могу сделать так, чтобы действительно понять, где находятся их стоп-приказы и действительно на этом зарабатывать? И тогда я понял, что самым лучшим способом будет просто выставлять свои отложенные ордера. То есть, когда рынок идет наверх, я могу просто заходить, например, вот здесь в продажу зашел, потом вот здесь в продажу зашел, выше в продажу зашел, то есть усреднять свою среднюю входа. Понятное дело, все это нужно делать не до безумия, то есть рано или поздно, если рынок все-таки пойдет дальше наверх, нужно будет крыть убыток, это понятное дело. Но зачастую такое не происходит. Зачастую я делал следующим образом. Я вот здесь вот ставлю отложку чуть выше стопов, то есть я понимаю, что у меня толпа будет выходить плюс-минус в этой области. Я буду вот здесь ставить свою отложку. Просто поставлю отложку на продажу. И чуть выше тоже поставлю отложку на продажу. Ну а там дальше будет видно. И очень часто рынок захватывает мои отложки и возвращается вниз. И в зависимости от ситуации я либо здесь фиксирую, либо фиксирую у нижней границы. Конечно, иногда бывают такие ситуации, в особенности на крипте, когда в рынке приходит волатильность очень большая, и рынок очень дико улетает в обратную сторону. Такое случается, но здесь уже, понятное дело, стопы в любом случае нужны, и нужно, конечно, закрывать свои убытки. То есть, как вы понимаете, у этого подхода есть большой риск. Тогда я стал думать, а как я могу сократить этот риск? Как вот в этой ситуации я могу сделать так и входить так, чтобы действительно было меньше ложных входов, чтобы меня, грубо говоря, не раскидывало по этой всей ситуации. Я тогда стал понимать, что а если я вот здесь увижу какой-нибудь разворотный паттерн, или просто увижу, что рынок пойдет в обратную сторону, я только тогда буду продавать. Пусть будет у меня меньше входов, например, там из 10 входов я возьму не 10, как в первом случае, а, например, 2, но они будут с большей вероятностью. Что я понял? Я понял, что очень часто здесь появляется вот такая формация. Рынок вроде бы рисует откат, вроде бы рисует движение наверх, а после этого разворачивается, рисует новое колено, и я вхожу. Вхожу вот на этом колене. Понятное дело, что вы сейчас, наверное, подумаете, что это голова и плечи и так далее. Но это не голова, формально это голова и плечи, но суть-то не в голове и плечах, а суть в том, что здесь появился крупный, мощный продавец, который захватил стопы вот этих товарищей, которые зашли в позицию. Также я понял, что иногда бывают здесь разные формации. Например, может появиться вот такая свеча, в особенности на крипте. Иногда бывает импульс наверх и импульс вот такой большой вниз. То есть, мне нужна, по сути дела, любая формация, которая укажет, что вот здесь есть продавец. Можем сделать как? Мне, конечно, сейчас все формации не рассказать, иначе это видео затянется на несколько суток, понятное дело. У меня есть отдельный вебинар, который я посвятил касаемо вот этих разворотных формаций. Он находится здесь, на площадке, нигде не надо регистрироваться, вводить свою почту, номер телефона и так далее. Посмотрите, я оставлю ссылку, посмотрите, будете понимать, как это работает. И для меня было достаточно большим открытием узнать, что действительно рынок, когда делает подтверждающий, грубо говоря, сигнал, когда он показывает, что он все-таки разворачивается,
количество входов становится меньше, но вероятность их просто кратно увеличивается. Просто кратно. Я стал это использовать, и у меня доходность сразу просто поперла наверх. Потом я стал понимать, что рынки очень часто пробивают верхнюю границу боковика, но иногда рынок все-таки идет дальше в дальнейшее движение. То есть не происходит возвратного движения, напротив, рынок у нас продолжает свое дальнейшее движение. Я стал думать, а как я могу, собственно говоря, на этом заработать? Что мне нужно сделать, чтобы на этом зарабатывать? И я стал смотреть огромное количество боковиков. Я обратил внимание, что все боковики, когда они продолжают свое дальнейшее движение, они имеют следующую закономерность. Рынок у нас действительно пробивает верхнюю границу боковика, после этого происходит возврат. И вот здесь есть у нас область, примерно где-то до середины вот этого пробоя, то есть примерно где-то вот такая большая область, до границы этого боковика, плюс-минус до середины вот этого пробоя, то есть примерно где-то вот здесь, где рынок может показать откат. Что я под этим подразумеваю? То есть у нас есть обратное движение, и на конце этого обратного движения должен появиться покупатель. Здесь должны появиться лимиты покупателя. Как обычно появляются лимиты покупателя? Что при этом происходит на графике? На графике при этом происходит снижение свечей, то есть свечи становятся меньше. Потому что рынок не может поглотить эти лимиты покупателя и начинает сжиматься. То есть каждый раз количество продавцов становится все меньше, а рынок стоит на одном месте. И формируется, грубо говоря, снижение размеров свечей. Я стал замечать, что если это на акциях там очень узкие коридоры рисуются. Но если это на фьючерсах или на крипте, там бывает такое, что рынок немножечко идет вниз, но идет вниз небольшими такими свечками. То есть потихонечку происходит такое затухание. Тогда я стал делать следующим образом. Я стал заходить в покупку, когда я видел эти свечи, поскольку для меня это указывает на то, что в рынках появился какой-то покупатель. Но очень часто было такое, что рынок все-таки продолжал свое дальнейшее движение, и я на этом деньги терял. Потом я посоветовался со своими коллегами, и коллеги мне стали говорить, и для меня это просто было каким-то вот огромным открытием. Мне тогда сказали: Артем, а ты неправильно делаешь. Ты действительно видишь какого-то мощного покупателя, но ты же не знаешь, что это какой-то крупный игрок, который разводит там, грубо говоря, на стопы. Может быть, просто здесь кто-то влил большой объем. Ну, просто у него большая позиция, поэтому здесь происходит подобное. Я стал думать, окей, если здесь крупная большая позиция, то да, действительно может такое происходить. Что же тогда должно быть? Мы должны увидеть здесь большой импульс. Потому что мы здесь должны увидеть инициативного покупателя. Мало того, что здесь появился какой-то лимитный покупатель, этот покупатель должен первоначально сделать толчок рынку. Он должен стригерить стопы вот этих продавцов, которые здесь продавали. Естественно, все это происходит рыночными ордерами. Это все дорогие вопросы. И здесь должен произойти вот именно вот первый такой толчок. На графике мы будем видеть небольшой импульс. Он, конечно, может быть огромным. То есть на несколько там тысяч пунктов. Но чаще всего он происходит совсем небольшим. И здесь я захожу в покупку. Стоп выставляю я вот сюда. И у меня огромное количество положительных сделок пошло после этого. Я просто охренел от того, что вот, ну, какая-то одна свечка, но видите, здесь важен контекст. Не важна одна свечка, а важен контекст. И это просто-напросто стало работать. Я покажу сейчас несколько примеров на истории. Но чтобы вы не думали, что я это беру от головы или еще что-то в этом духе, у меня на канале есть плейлист с моими реальными сделками с реального счета, где я это торгую на реальные деньги, на реальном счете. Пожалуйста, можете ознакомиться с этим и также посмотреть там мой торговый отчет за 5 лет. Вряд ли вы найдете трейдера, который будет вам показывать свой торговый отчет с графиком доходности, со своими сделками и так далее. Я это все показываю, потому что я это все торгую на реальные деньги. Можете в этом убедиться. Но я бы хотел показать вам идеальные примеры, чтобы вы понимали, как это работает в идеале. Ну и, соответственно, торговали и искали бы глазами только идеальные примеры. И вот идеальный пример. Здесь рынок сформировал боковик. Вот у нас есть боковик. Мы помним, что когда мы имеем боковик, в рынках не обязательно, что мы доходим до верхней или нижней границы. То есть может быть такое, что рынок у нас будет формировать наподобие вот такого боковика, да? Здесь кто-то даже может быть какой-то треугольник увидеть, но суть от этого не меняется. И что же мы видим в конце? Рынок пробивает нижнюю границу
И вот происходит откат четко в эту сторону. И вот происходит здесь сигнал. Я оставлю ссылку на вебинар, посвященный сигналам, чтобы вам прям детальнее прочувствовать вот эту всю ситуацию, чтобы понимать, что такое сигнал, который укажет на наличие вот здесь крупного, мощного продавца, который здесь находится. И неудивительно, что рынок пошел дальше вниз, поскольку вся вот эта вот армада участников рынка, покупателей, которые здесь находились, они же начинают выходить из своей позиции, они же начинают резко, активно продавать своими рыночными ордерами. И, естественно, у нас происходит импульс вниз. Вот сегодня я активно слежу за криптой. И что мы здесь видим на крипте? Я не брал, к сожалению, эту сделку, потому что я сегодня записывал видео. Но я отчетливо смотрел за эти все ситуации. Рынок до этого резко упал и здесь сформировал боковик. Вот у нас боковик с классическими выносами за границу этого боковика, с классическими захватами стопов. И вот у нас верхняя граница боковика. Что же мы здесь видим? Мы здесь видим появление мощного покупателя. Вот он. И вот он загрузил свою позицию. Возможно, его денег будет недостаточно для того, чтобы дальше пробивать уровни, двигаться наверх. Это не означает разворот тотальный. Но это означает, что локально в рынках находится мощный покупатель. И пока он есть, рынок идет дальше наверх. Опять-таки, вот здесь появление сигнала. Просмотрите вебинар, посвященный сигналам, будете понимать, что здесь реально есть мощный покупатель. Ну и точно так же можно здесь было брать этот флэт, этот боковик следующим образом. Вот у нас охарактеризовались границы боковика. Вот у нас минимум, максимум, минимум, максимум. Вот у нас охарактеризовались границы боковика. Мы знаем, что за границами этого боковика находятся стопы. Что мы можем делать? Как бы я здесь торговал? Как бы я здесь заходил? Я бы не входил здесь отложками, поскольку здесь все-таки рынок падает вниз. Есть нюансы, но про них, наверное, в отдельных видео, потому что в одно все не уместить. Я просто дождался бы резкого импульса в обратную сторону. То есть, когда у нас рынок пробивает движение вниз, возвращается, вот здесь можно смело заходить в покупку до следующей границы боковика. И здесь можно делать точно так же. Но я бы никогда бы не делал так, как меня учили в самом начале. Я бы никогда бы вот здесь, в лой, я бы никогда теперь не продал. Потому что я знаю механику, как это все работает. Теперь я буду наоборот искать сделки в разворот. Потому что здесь дешево покупать. Что я и буду делать. А вот в этой ситуации я торговал. Я вам оставлю ссылку на свой плейлист со своими сделками, где вы можете посмотреть, что я действительно это место торговал. Вот у нас есть минимум, вот у нас есть максимум, вот у нас есть минимум. У нас охарактеризовались границы боковика. Вот они. Что происходит дальше? Дальше рынок идет вниз. И вот конкретно в этой штуке, вот здесь вот внизу, я стал ее откупать. В трейдерском сообществе, в криптосообществе есть такая штука под названием подставлять ведра. То есть ты подставил лимитки, да, раз-два с расчетом, что ты будешь заходить. Здесь было понятно, что рынок идет за стопами. Здесь было понятно, что рынок сейчас и пойдет в разворот. Я стал покупать тогда, когда дешево, с расчетом на возврат внутрь этого боковика. Что здесь и произошло. И вот здесь уже на следующем колене я зафиксировал свою позицию. То есть тут была примерно вот такая позиция, если память не изменяет. Но опять-таки, посмотрите плейлист со сделками, увидите эту сделку. В принципе, у меня все сделки плюс-минус одинаковые, плюс-минус подобного формата. Давайте еще раз повторим. Мы никогда не торгуем в пробой. Мы, наоборот, стараемся зайти в обратную сторону. Поскольку с огромной вероятностью в боковиках находится крупная позиция крупных денег. И с огромной вероятностью они поведут толпу на стопы. Существует три формата, как мы можем все это использовать. Мы можем брать первый формат, второй формат для сделок в разворот. И также мы можем брать третий формат для сделок в продолжение. Для того, чтобы в идеале все это торговать, я вам оставлю ссылку в комментариях и также в подсказках на вебинар, посвященный АТРу. Посмотрите, будете понимать, это просто великолепно. Без АТРа нет трейдинга. Не узнаете, что такое АТР, ни копейки не заработаете на рынке, я вам это гарантирую. Я лично трейдер с 15-летним опытом. Спросите меня, сколько я видел трейдеров, которые не знают, что такое АТР и добились успехов на рынке. Ни одного. Ни одного. Не существует такого. Каждый трейдер, кто заработал хоть копейку, он знает, что такое волатильность.
Без этого невозможно торговать. Поэтому я вам оставлю ссылку, будете понимать этот вопрос. Нет ничего сложного, главное просто узнать это. Что я вам еще порекомендую, так это изучать рынки комплексно. Я понимаю, что у вас есть большие надежды посмотреть парочку видео на YouTube и начать зарабатывать. Так не получится. Самообразованием у вас не получится образоваться и не получится научиться. Я не знаю ни одного самоучку в рынке, это просто невозможно. Невозможно изучить. У вас должна быть база под ногами, вам кто-то ее должен передать. Это никакая не проблема, у меня есть обучающая программа, с помощью которой вы и получите эту базу, и с помощью которой вы, во-первых, узнаете, что конкретно нужно делать. Вы получите четкую пошаговую инструкцию, делай первое, второе, третье, четвертое. Во-вторых, вы составите свою торговую систему и напишите ее. Она будет учитывать ваш рынок, ваши инструменты. Я постоянно это говорю и постоянно ловлю себя на мысли, что, скорее всего, я вот говорю, и это просто-напросто я говорю в воду. Вы не понимаете ни прелести торговой системы, ни что такое инструменты, ни что такое, вам это вообще ничего ни о чем не говорит. Я могу вам пообещать, что я передам вам инструменты, которые позволят вам зарабатывать на текущих рынках, которые позволят вам зарабатывать на финансовых рынках и зарабатывать на трейдинге. Будете зарабатывать так же, как я зарабатываю, и будете зарабатывать так же, как мои действующие студенты. Здесь нет ничего сложного, это тренируемый навык. Просто делайте так, как я вам говорю, и начнете зарабатывать. Все на самом деле гораздо проще, чем вы себе придумали, чем вам кажется. Просто делайте четко, как я вам говорю, делайте первое, второе, третье, и у вас будут результаты. Результаты будут очень хорошие, я вам это гарантирую. В конце концов, у меня же получилось, я же понял, что нужно делать. Поэтому и у вас получится так же, как и у моих студентов. Тут реально ничего сложного нет. Вам очень крупно сейчас повезло, что вы начинаете и стартуете прямо сейчас. Не годом раньше, не годом позже, что вы делаете это сейчас. Вам очень повезло. Рынки сейчас очень волатильны, им свойственно прыгать вверх и вниз на большое количество процентов. Это просто идеальная возможность для заработка, если вы понимаете, что вы делаете. Если вы сейчас не забудете зарабатывать, то дальше будет хуже обучаться и дальше будет очень сложно обучаться. Сейчас мы делаем, основной доход, грубо говоря, мы сделаем именно сейчас, именно в такие нестабильные времена. Эти времена дают вам возможность, это ваш шанс. Пожалуйста, не упустите его. Мы работаем полностью в белую, в легальную, у нас все там оферты, договора и так далее. Я сам аттестован Центральным банком России, имею квалификационный аттестат, сам являюсь квал-инвестором, есть у нас лицензия на образование, выдаем чеки, все у нас легально. Вы можете быть уверены, что мы не какие-то там скамеры или что-то в этом духе, мы уже работаем более 7 лет, 7 лет недавно было нашей школе, 7 лет. И тот факт, что я остаюсь на свободе, не заведено куча уголовных дел, я не в бегах где-нибудь там в Дубае, указывает, что мы делаем все правильно, мы даем правильное торговое обучение, занимаемся, в общем, правильными вещами, если я не скрываюсь и нет никаких уголовных дел. Я желаю вам удачи, все находится по ссылке в описании, зарабатывайте счастливо.